сука, мы начали. Наконец-то. Начали Подкаст. с мата. Сука, литературное слово. Имею право. В общем, ребята, мы снимаем подкаст в городе Челябинске. Это пром России. В общем, с вами Арсений Иванов, мой коллега Олег Акалелов и наш видеооператор это Андрей Марис. И говорить будет только он. Весь подкаст. Не. Тут без вариантов. Нет. Все мирно. Каждый говорит по одному факту. 10 фактов обо мне. Ну как говорить? Ну я громко говорю. Чё? Давай. Начинаем, ёпта. Давай про своего Закидонского пизди. Я прочитал о нем целую энциклопедию. Ты даже не видел такого. Я не знаю, таких что такое масштабов энциклопедия. Это ты книгу держишь в руках? Ты понимаешь, что Это это не уже энциклопедия. полуэнциклопедия? Пускай. Ну что, это фон просто, мы сюда Базарим. просто так их поставили. Это книги мамы с папой. Давай. Александр Македонский. Ты по-любому не знаешь ничего про Александра Македонского, я даже Может спрашивать быть, не буду. религия у него была древнегреческая, умер он в Вавилоне, и фильм про него пиздатый сняли. Там еще такой поплатый чувак, да, в главной роли? Да, кудрявенький такой, Это ты симпатичненький. на сайтах, да, видел? Вбросы, скриншоты. Гомосексуальный. Он настолько любил пить, что устраивал целые соревнования. Он, по сути, основатель литербола. Хорош. Это придумали не в России. То есть, он устраивал празднества, но люди, которые не были готовы к такому питью, они просто умирали. Умерло примерно 41 Надо человек на его мозговать. самом великом запое. Он сам вообще умер от того, что просто захотел пить, выпил дофига вина и Плохо. откинулся. Да если пить не умеешь, не надо начинать. Можно поговорить про Эрнеста Хемингуэя. Интеллигентный человек вынужден иногда напиваться, чтобы вынести общение с дураками. А это говорил кто? Эрнест Хемингуэй. Это литературный персонажик. Один такой есть, Ты его который вообще писал. в почёт не Лично ставишь? знал, Он папу персонажик, его знал, по-твоему? деда знал. Хороший мужик. Дядюшка Хэм известен многими вещами, на первом месте среди которых стоит, разумеется, его литературное творчество. Но поговорим мы сейчас про его буханочки. Вообще имя Хемингуэя ассоциируется со многими спиртными напитками. Например, он отнюдь не скрывал, что переехал во Францию на некоторое время. Кого? Переехал во Францию. Спасибо. Блять. Исключительно потому, что там вино хорошее. Вино во Франции реально хорошее. Хемингуэй, он любил вроде Но он коктейли. любил бухнуть, да. Он даже изобрел собственный коктейль. Смерть в полдень. Любил. Любимка. По названию одноименной публицистической книги. Но более всего известен Хэм своим пристрастием к освежающему мохито. Дежавю какое-то. Классно. Помню, в детстве после школы постоянно пил вот этот. А! Знаешь, как это называется-то? Этот «Северное сияние», типа пива с водкой? «Северное сияние» — это фильм, не. Не-не-не, это был такой коктейль, все в детстве. В каком детстве? Это фреш-бар, как-то он так В назывался. школьное да, время классный. все постоянно мешали водку с пивом и называли... Это ёрш! Ой, я... Это... Нет, «Северное сияние» — это водка Ёрш с это шампанским. Ёрш. В туалете ёрш. Давай продолжим. Короче, пробовал мохито он впервые на Кубе. В баре Ля Бодегита дель Медиво. О. Туристы до сих пор могут заказать коктейль имени Хемингуэя, таким, как его описал великий писатель. Великий, я думал, ты закончил. типа, Великий. всё. Как Петр. Также Хэм нет. Это тоже... Петр немножечко отстает по планочке. Респектов. Также Хэм известен своей нежной любовью к дайкири. Давай. Пиздани, Я знаю. даже не знаю, что такое дайкири. Дайкири, Я ну, знаю, что он любил бухло. его, но я не знаю. Ну, понятно, что это что-то алкогольное. Ага. Ну, дайкири — это же коктейль. Ну, И все, походу. что я знаю о Он же дайкири, любил алкаш. что он есть и что его любил Хемингуэй. Все. Кстати, пил настолько неумеренно Эрнест Хемингуэй, что однажды, придя домой с друзьями в нью-йоркский бар Костеллос и хорошо там накидавшись, он увидел вошедшего в зал Джона О'Хару.
У Джона О'Хары была трость в руке, какая-то старомодная. Хемингуэй говорит: спорим на полтишок, что я твою трость разъебу об ногу, как нехуй. И знаешь что? Он ее не Он разъебал, сказал- как нехуй. О'Хара сказал: базар, забиваемся. Хемингуэй разъебал его об голову. Вот. То есть он разъебал. Кадр то есть он был выиграл. знатный, интересный у нас персонажик. То есть нет, это сняли? Да, это снимали, да, это А. известный кадр в одном одноименном фильме. Так, можем проговорить про Керуака, но про него нихуя никто не знает. А вот надо про кого поговорить, так это про Александра Македонского. Точно, точно. Ты, кажется, начал Что забывать о там нем. про Санька? Ну-ка. Потому что он вообще даже сжег город. Ну, говорят об этом, как бы это неофициальная информация, о том, что он целый город сжег, закатя в нем вечеринку. Нормально, То есть- Писон знатный. Но вообще, по официальным данным, он просто отомстил туркам за Афинский Акрополь. И все. Интересно. Не, ну справедливо, справедливо. И Чарльз Буковский. Выпивка – эмоциональная вещь. Это форма самоубийства, где на следующий день вы снова оживаете. Это как убить себя ради возрождения. Я уже прожил 10-15 тысяч жизней. Да, великое выражение. Великое выражение. Чарльз Великое. Буковский талантливый Я писатель. считаю, что его должны проходить каждые школьники в России. У него немножко именно- резкие произведения, их не проходят в школе, потому что очень много антисоциализма своеобразного. Да, американского хуесосиства. Лауреат всех возможных премий, ставший популярным, потому что описывал Америку в грубой, но очень правдивой форме. Бухал все, что, хотел сказать, движется, но он бухал все, что Но, как, к имеет, сожалению, бухло не имеет движется. градус, начиная с кефира, заканчивая абсентом. И О, кстати, об абсенте. Очень абсент любил Ван Гог. Он один из он был немногих... бухарик? Да, то есть он Опа. был бухариком. Он входит в наш список знаменитых людей, которые Да любили просто прибухнуть в на... моем списке он в заворотник списке забросить. спайсованных. У тебя есть список спайсованных? Конечно. Нифига, а наш оператор туда не ходит, случайно? Ты видел его? Да, Андрюха, живи, брат. Джек Керуак говорил: как католик я не могу покончить жизнь самоубийством, но я могу напиться в смерть. А это кто? Это писатель. А. Учитывая любовь иконы поколения битников к мексиканской культуре, неудивительно, что выбор свой он остановил на Маргарите. Любимая выпивка Керуака была Маргарита. Кстати, хороший напиток. Не, я на Типа, самом деле ну, не пробовал. молодец. Кируака? Керуака. Это напиток или это человек, который... Это его фамилия его. Я подумал сначала, что... Ничего, ничего. Не Нормально, страшно. у нас не научпоп, как говорится. Поп. Кей-поп, гей-поп, хип-хоп. Лауреат всех возможных премий, ставший популярным, потому что описывал Америку в грубой, но очень правдивой форме, бухал все, что содержит хотя бы грамм алкоголя, пить он начал еще во времена Великой депрессии, в возрасте 13 лет. И... Па-па-па-па-пам. Умер, Это фактик о Буковске. спился. Напомнил. Эрих Мария Ремарк, прошедший две войны. Я читал, это мужчина, да. Первую, Не Вторую женщина. мировую войну. Это очень важно, не перепутать. Написал на Западном фронте без перемен, который, кстати, по продажам второй после Библии. Мама бы мной гордилась, То есть в эту эпоху что я знаю такие факты. продавалась Библия И и на его Западном фронте без произведения, перемен. которые причем покупали чаще, чем Библию. Да, безусловно. Не, Библия вообще пришла в упадок в эту эпоху. То есть как бы Ну, люди, люди не верили резко в Бога. стали религиозными, верить Ну. в Бога, а потом как-то это подугасло. Все поняли, что, не работающая тема. Потому что что мы видим, то и существует. А тут как-то не канает этот принцип. Забазарить можно про Стивена Кинга, правда, он уже не синька. Чмо. Ну, его, по-моему, современные власти что-то сказали ему, что как-то книги Старичок, Бухарику не в цвет старичок. выпускай. Много он не сказал. На самом деле, Стивен Кинг завязал совсем недавно. Все предыдущее время он бухал как свинья. Прости, Стивен.
Много хороших книжек. Да он не умер, что ты извиняешься-то? Он же Я, живой. Он написал «Кладбище домашних животных», оно... Не, ну я знаю. Он великолепный писатель. Да, базарик. Ты говоришь, Базарик. что он пил, но ты выдвигаешь это на первый план. То есть Ну, он пил, а потом писал. Но это его была типа муза, он говорил, ну типа, как ну без пухла писать, алё. Подожди. Кинга можно с ним только сравнить Эдгара Аллана По, который то и дело, что баловался какими-то галлюциногенными веществами, потом пил. Грибочки ходил, собирал. Не, грибочки это сейчас наша тема. Ну. Тракторозаводская. Вырежешь это потом, Андрюх, ладно. Ну не наша именно, не наша. Не-не-не, Наших нет. сограждан. Это, товарищи, мы чистые. Интервью руку депутата носится. Василия из Госдумы. Да. Вот. У него жена будем о смертельно грустном. болела и в итоге умерла. Он, когда это узнал, очень сильно накачал Ну, себя различными По веселящими писярику, за веществами. женушку. То есть, если твоя жена умрет, ты бахнешь по писярику. Ну я бахну, да. Бахнешь Нет, с горя я, или типа... я все уберу, скажу. Сука, не ради этого жила моя жена. Чтобы я взял, и сел напился. за стакан. Нет, Она не хотела бы, чтобы ты напился. я думаю, что нет. У меня нету жены. Вот. И он ушел в лес на несколько дней. Это, конечно, не подтвержденная информация, но... Пошел за грибами. Вот на рыбалку. вот такой Всё, ой, ну, паровик, блин. этот алкоголик что только не выдумает. Мгм. И написал величайшее произведение в этом лесу самом. Да Где-то, ты чё? когда ты в нем ходил, там грибы Прямо собирал. все. Да не все, а только какую-то часть. Его вообще приглашали в Белый дом. Не знаю, это ну как бы стопроцентно или нет. Но он пришел туда с вывернутым наизнанку пальто. Его просто послали. И в этом же году он получил премию за Золотого жука. Читал? Золотой жук? Да, в литературе школьно проходит. Да. Ты читать умеешь хоть? А, ну да, точно забыл. Я школу да. прогуливал. Да, прости. Черчилль. Прочитай. Черчилль. Йоу, все, теперь Всем привет, это подкаст, начинаем. В общем, ну на самом деле Черчилль человек известный. Да. В Великобритании. Молодой. В общем, который бухал всю свою жизнь. Счетчик грехов Черчилля. Бухал. Он курил кубинские сигары, не загибая палец. Это нормально. Наполовинку, это полугрех. Да. Одной ногой в воду. После... Блин, а я, кстати, не знаю. У них же не Антанта была. Это, Тройственный союз-то был. Это, американцы... Ты Нет, путаешь, Тройственный союз это Германия. нет, я говорю про другое. Я говорю, когда Сталин был, Черчилль был, и Франция? у американцев нет. Америка была. Ты про Великое Отечественное? Да, я про Великую Отечественную, я не помню, какой они, Тройственный, что ли, союз был. В общем, он обсирал Сталина. Черчилль. Грузинская семья. Он обсирал говорил. его после того, как Сталин умер. Как до его смерти, когда он Сталин помер. еще был живой, он еще, Черчилль пережил Сталина, я это имею в виду. И до его смерти он лестно о нем отзывался. Ну, скажем так, нейтрально. Он говорил, что он жестокий диктатор, но при этом хороший политик. Но коньяки у них пиздатые. Но, бля, ты его усы видел? Да, Дядя армян, бля. Он, кстати, любил он армянский коньяк. грузин. Ты Ой. путаешь, что ли? Ой-ой-ой, сейчас... Хейта сколько на меня будет. Тебя все армяне. высыпаться, Единая кошмар. коалиция армян тебя засрет. Он, короче, любил армянский коньяк. Да. Теперь и грузинская коалиция тебя засрет. За армянский коньяк. Нет. Ну, пусть засирают Черчилля. Ведь он любил армянский коньяк. Черчилля нельзя засрать, он уже умер. К сожалению. Но у него есть могила. Вот. Слава богу, вот он везет ему. Ну, класс. Немногим же такой шанс выпадает. Обзавелся могилой. Класс. Лежит. Никуда не надо. Аморально. Вот, круто. Вот. Что он еще любил? Любил шампусик. Еще он любил Ливадийский дворец. Кстати. Это коктейль? Воронцовский дворец он любил, Великую Отечественную, он даже пытался купить его. Вот, но это сейчас от темы отходим. В общем, был знатной синькой, любил выпить, и его крылатые цитаты. Он говорит: я взял от алкоголя больше, чем он забрал у меня. Еще он говорил, что никогда не стоял там, где можно сидеть.
и никогда не сидел там. Вот это всегда фраза можно меня будет лежать. поражать, наверное, до конца жизни. По типу... Никогда не лучше- срал там, где не надо срать. Лучше лежать, Спал чем то- сидеть, лучше там есть, чем пить. Лучше не учить домашку, а гулять. Да нахер вообще учителей предков. Пошли они со своей домашкой. Лучше про алкоголиков. Ах, он Дискуссии говорил, вести. не могу жить без шампанского. После победы я его заслуживаю, а после поражения в нем нуждаюсь. А еще он говорит, Но тут даже добавить я нечего. на свое, Очень емкое такое, прям жирное выражение. на свое интерпретирую. В общем, у него тоже прикольная есть цитатка. Он говорит, что всему своему, по-моему, физическому здоровью я обязан алкоголю. И кефиру. Не, всему своему здоровью я обязан спорту. Я им никогда не занимался. Спорт вообще это противоречие всей нашей тематики. Спорт Мы говорим про это алкоголь. типа, спирт. Вот. Близкородственные Ага, слова. типа того. Да. Еще можно поговорить про... Ван Гога. а, Нельзя забывать про художников. Мы обсудили тучу писателей, но базар. про чертова Ван Гога надо вспомнить. Надо. Этот рыжий любитель алкоголизма Любил рисовать, сука. таки круто рисовал. Да. Что первичнее тогда? Он любил рисовать или он любил пить? Потому что все шедевры он писал обычно под абсентом, он пил его очень много. Наверное, не как никто другой. То есть ты не найдешь больше, вот даже погуглив, других каких-то художников, великих личностей, которые употребляли именно абсент. Он даже пьяный себе кусочек уха отрезал. Да, сумасшедший парень. Можно поговорить про политиков в таком случае. Хочу затронуть Карла Маркса. Образование и первые пьянки. Карл Маркс в 1835 году окончил гимназию в городе Трите. Он показал отличные успехи изучения как точных наук. В общем, чувак был умный. В 1835 году 17-летний Маркс поступает в Боннский университет, а через 2 семестра переводится в Берлинский университет. Скромный и воспитанный в лучших еврейских традициях. О, еврейские традиции. Таки да. Лучшие воспитанные еврейские. Надо И что-то традиции. Быстро вписался в бурную студенческую жизнь. По воспоминаниям современникам, Карл вовсю ухлёстывал за девушками. Много пил и нередко дебоширил. Однокурсники даже присудили ему почетное звание президент клуба любителей сосания пивной. Президент клуба любителей пивной. Блин, президент клуба сосания. Ой, вот это да! За незаконное ношение оружия и нарушение общественного порядка Маркс был даже несколько раз подвергнут аресту, а во время одной из дуэлей получил серьезное ранение, в результате которого едва не потерял глаз. То есть... Главное, чтобы серб крепко держал прошло в руке. Прошло вот здесь или вот здесь? То есть ближе... Но он, наверное, типа, не потерял ближе глаз. к наружной стороне, либо ближе к переносице. То есть, куда пуля-то Ты че пошла? доебался? Не Йоу, знаю я в я. медицинском учусь, мне грех не доебаться. Ну, иди нахуй в таком случае. Вон у Андрюхи спроси, он очень занят. Вот. Андрюха, а тебе кто больше нравится из алкоголиков? Уинстон Черчилль, Эрнест Хемингуэй. Может быть, папа. Да. Папа Андрюхи. Кудри все знают, давай, заливаются, Лисада, давай не уже, просто так. уезжай. Все соскучились, вся семья ждет. В общем, ладно. Еще алкоголиком был Нас А. никто не снимает. Мы просто положили. в Советском Союзе. Известный алкоголиком был Твой папа. Серега Есенин! Опа! Серега, как мой батя прям. Писал шикарные произведения, бухал как сволочь, Ну, И- Серега, да, он мог. повесился. Ну, тут на самом деле ничего не удивительного. То есть ты его биографию так составил. Бухал, писал, Писал, повесился. бухал, повесился. Спасибо, что повторил. Да. Не, то есть и у него же какие-то давления на него власти оказывали, Ну он да. в итоге повесился из-за этого. НКВД, все дела, страшно. Постоянные досмотры вот эти на таможнях. Ну, его типа, вы буквально знаете. задушили. НКВД вот подходят такие к Сереге. Дай паспорт. А у него нету.
А Серега такой: а давайте по пиву лучше, мужики. Все загладим, я вам стишок прочитаю. А потом Они такие: повесился. ну пойдем в отель, пойдем в отель. Можно сказать, что, ну, блин, типа это ни для кого не секрет, что Высоцкий бухал. Жестко, причем. Высоцкий. Наркота, Не, бухло, Высоцкий девочки. скорее, да, пацан. первичный наркоманил, нежели чем бухал. Но Но это опять же с какой стороны посмотреть. Вот ты смотрел фильм «Высоцкий»? Ой, нет. Но там его больше ставят как наркомана, нежели чем как творца музыки. То есть, ну... Но я не если- думаю, что это Росфильм, да? ну, Русские фильмы, Если я не а ошибаюсь. на исторические справки опираются, ну хер знает. Ну, пускай будет так, пускай будет так. Не, ну если вы хотите показать композитора, музыканта, согласись, все равно первично надо ставить его творчество, нежели чем его зависимость. Это так можно всех известных личностей перебирать. Вот там Черчилль, козлина такая, жрал за оба шиворота. Вот свинья, Вообще, ну свинья, упаси Все господи. собирались за одним столом, все бухали. Нет, так нельзя. В первую очередь, я считаю, Бедная должно жена, быть творчество. бедная жена. Вот мы смотрим на картины, например, Ван Гога. Очень красивые, Бухал, завораживающие, интересные. видно, пьяный. Да, то есть если Пьяный. я покажу тебе картину трезвого человека... Шишкин, мишки в лесу, пьяный. Шишки, мишки. Шишкин. Да кто в лесу? Шишкин, Конфетки любитель вкусные. кальянов. Следующий подкаст про кальянщиков. Андрюха, ты снимаешься в следующем. В общем, про кого можно еще рассказать? Был очень знаменитый бухарик, жесткая синька. Да. Королева Елизавета? Нет. На самом деле Царская это... задница? Да, это миф про то, что она нажиралась в хламину. Просто люди считали, что для ее титула, который она имеет, пить вообще противопоказано. Она, представляете, после рабочего типичного королевского дня решила пригубить Сколько нынче бутылочку. королевская смена на заводе? 8 часов по порядку. Нет, обычно же царские титулы как-то обмывались. Все-таки на Обмывались? всех застольях, на каких-то празднествах правители были средним главным звеном за Но столом. королева Елизавета, это которая мать Елизаветы, нынешней. То есть это ты представляешь, ну то есть это уже не... Нынешняя у нас сейчас Да. королева. Не, ну Британия это сейчас Ну королева. да, я понимаю. Вот, да, считалось как бы неподобающим все равно. Это уже, грубо говоря, современность. Можно сказать, блядь, можно сказать, Николай бухал, Александр Третий бухал, второй бухал. Если Про так наших там перебрать, вообще династии все русские говорили, правители страшно, постоянно страшно. пили. Темный лес. Все бухали, все пьянки закатывали. Елизаветы, ой, девочки у нас на престоле еще как любили за воротничок Так кинуть. забросить, ну, похлеще, чем мужики. Сейчас феминистки. Не бухали они сроду. Мальчишки все придумали. Тут как раз можно, кстати, Косичку. вставить цитату Хемингуэя, то, что мужчина, если он пьет, то он пьет как настоящий мужчина. Не А как- девочка не должна. не как... Девочка вообще, ну, не должна пить. А девочки вообще должны посудку мыть. Ну все. Престолом править, да? Не. Ладно, я Нет, не это знаю. получается, если ты женщина на престоле, то ты должен бухать обязательно. Если Да. брать в пример Елизавету. Мужик обязан. Не, ну ты же не Вот обязательно синишь прям по жесткому. Ты должен, можешь просто выпивать, например, там, бокал вина. Фу, ладно, нет. Вино не надо пить вообще. Перебор. Аристотель, сукин сын. Он был учителем Александра Македонского, кстати. А знаете, почему он был философом? Может, ты, Олег, знаешь? Андрюха Ну не как? знает. Из-за своего нестандартного видения мира и стремления доказать свою позицию. Может, потому что он бухал? Может, он напился? Бухал он по-страшному, скажу я тебе. Я, кстати, не помню, Аристотель к какому философскому течению принадлежит. Аристотель? Я тебе сейчас скажу. Нет, я перепутал с этим. Скажи мне, я тебе скажу. Про этого, Фалеса Милецкого. Ну, по-моему, они там что-то Блин, все философы в Греции на самом деле связаны. В принципе, одной нитью. Там один был учеником другого. Но они там этот, поколениями Да. передавали свои знания. Я помню, что, по-моему, для Аристотеля, если я не ошибаюсь, для него, в общем, первостепенным созданием всего это была вода.
Фалеса также, у Пифагора это число. То, что в принципе мир создан из разных материй, Да, из нескольких элементов. да. Вот. Ну, это если перебирать всех философов, то это можно разбирать. Очень много. Очень много философов. Я выпью тоже, и знатый философ. Много мыслей. Много мыслей. Да мы, по сути, как два философа, нам только остается организовать свое течение. Свой кружок. Еще. Еще. Еще все. Все, сценарий закончился. Да нет, на самом деле еще много можно о ком рассказать. Да. На самом деле, проблема... Я подсяду. На самом деле... Все, нас забанили. На этом, да. На этом надо завершить. В общем, много на самом деле людей связано с алкашкой. Как-никак. Просто проблема в том, что люди считают, что если они будут бухать, то, блин... Это облегчит их какие-то Да. жизненные страдания. Но согласись, сколько людей Не пьют бухал. сейчас и умирают от различных болезней, и сколько великих людей достигли как бы свой пик. И я не утверждаю, что из-за алкашки, может, у них просто была болезнь. Да, ты только согласись. представь, что если сравнивать с периодом до современности, сейчас люди просто пьют, и как бы спиваются, и жизнь свою заканчивают. Да. А до этого люди пили и принимали какие-то различные веселящие наркотические вещества для своего творчества. И это было первостепенно, что они писали, творили, а уже на втором плане они пили. И Да. я думаю, что главное в жизни — это Найти первостепенно себя. ставить Ты задачу, себя. делать дело, а потом уже Не расслабляться. слушай никого! Не слушай никого! Да, Вперед! Вперед, только вперед! Алкоголь это так, это стимулянты. Это всё можно, двигатель. но в меру. Смазка. Так, подожди, мне еще собаку из приюта забирать. Надо бы сворачивать. Ребята, да, в общем, пить мы советуем. И не в меру. советуем, заканчиваем. И говорим вам спасибо. И до скорых встреч, ребята. Ставьте ваши лайки. Не забудьте подписаться. Подписаться, Не верьте. лайк, Подписаться вот следующее здесь. видео, Вот тут подписаться. свернуть, Здесь комментарии. подписаться. Подписываемся. Ставим Всем лайки. пока. С вами И были всего доброго. Арсений. Олег, Андрей.